Сентябрь в этом году выдался теплым, и потому я не стала терять время. Занялась постройкой уличного камина. Все мои постройки начинаются с картинки в голове. И однажды в моем уме появился особо примечательный пейзаж. Представьте, зима, на землю медленно опускаются снежные хлопья. В моем домике из камыша горят фонарики, а я на веранде сижу в кресле качалки и любуюсь танцем огня в глиняном камине. Этакая идиллия, красота в красоте. Вот сейчас я и пытаюсь приблизиться к этой своей маленькой мечте.
кирпичи будут создавать две отдельных зоны уюта, и в каждой из зон будет своя атмосфера. Ну а пока до моей картинки еще очень и очень далеко. Как и в прежнем варианте печи камина, каркас делаю из вертикальных прутьев, переплетенных тонкими ветками. Ну а теперь пора каркас обработать глиной. Процесс не быстрый, но очень интересный, буквально залипательный.
Где-то на этом этапе моей трудовой активности со мной на связь вышла Алина Белая Ворона. И я, отложив все свои дела, поехала на место назначенной встречи. Далее мы сходили в совместный 8-дневный поход, в котором посетили мои постройки, преодолели горы и прогулялись по берегу моря. Поход получился нереально насыщенным. И о нем будут отдельные фильмы, как на моих каналах, так и на каналах Алины. В конце нашего совместного путешествия мы провели уютную ночь в домике из камыша, и об этом тоже будет отдельный фильм. Ну а пока, по прошествии более чем 20 дней, я снова возвращаюсь к благоустройству своего домика. Уже похолодало, прошли дожди, и работа над камином пока на паузе. Но я, чтобы не терять драгоценное время, решаю утеплить стены полиизолом. Все делаю по той же системе, что и в прежней избушке. Стены будут трехслойными. Наружная стена из камыша, затем идет слой полиизола, и внутренняя стенка из циновок и засоки. Работы предстоит сделать очень и очень много. Но мне очень хочется встретить зиму уже в теплом домике, поэтому настрой более чем боевой.
И еще спустя несколько дней стало еще прохладней. И я продолжаю работу над утеплением домика. Итак, полдомика я оббила теплоизоляционным материалом, уже сделала себе лежанку, пока идут старые материалы на лежанку, старая лежанка и дверь. Это не окончательный вариант, еще будет что-то поправляться, дорабатываться, это такой скоростной вариант. Сегодня я пришла сюда с ночевкой и хочу дальше почти все добить, только зону около печи не буду делать, потому что я окончательно еще не решила, как я здесь буду все отделывать. Такой план сегодня, то есть оббить оставшуюся часть домика теплоизоляционным материалом, растопить печь, что-то приготовить, переночевать, провести славное время. Уже на улице похолодало, но опять же относительно той же Сибири похолодало смешно для многих. Сейчас где-то плюс 9, плюс 7 градусов днем. Начала работать, сразу стало тепло. Ну что, закатываем рукава и погнали. Работа простенькая, ничего такого. Отрезать, прибить, пристеплерить и все дела. Кстати, кому интересно, пишите. Я посчитаю, сколько у меня ушло денежек на вот это благоустройство. Казалось бы, покупаю по мелочи, а сумма выходит такая нормальная. Даже вот такая халабудина, такой простенький вариант строительства требует довольно таких неплохих денежных вложений. Особенно если хочется уюта и красоты.
пришло время вешать шторки. Рановато, конечно. Не сказать, чтобы оно прям действительно пришло. Хотелось бы сделать все полностью, стены, пол. Но я буду с ночевкой, и меня очень смущает, что у меня такое большое окно, и меня, может быть, хорошо видно. Поэтому все-таки решила шторочку повесить. Еще очень-очень много щелей по домику, но вот большую часть стен набила, печка горит, и здесь очень тепло. Мне уже жарко в свитере, и это классно. Хотя сквозняк еще тут такие даромахи. Так, а вообще сегодня на ужин буду готовить такое интересное блюдо. У нас вырос черешковый сельдерей. Не сказать, что прям он шикарный, но между тем достаточно интересный. И вот я сделаю омлет с сельдереем. Я люблю такие всякие омлеты разные, овощные. Вот на этот раз будет сельдереем.
Главное не просмотреть. Солим. Значит, в ход пойдет второе. Опа. Стало жарко. Просто совсем стало жарко. Да. При плюсовых температурах тепло набирается быстро. Так, что мы тут? Чайник выкипает. Фух. Ну что, пробуем наше блюдо. Что тут получилось. Для меня это блюдо вкусное. Для вас не знаю. Пробуйте. Я люблю готовить яйцо с разными видами овощей. С кабачками, с петрушкой, укропом, луком. Вот на этот раз с сельдереем. Очень вкусно. С помидорами. Так, ну взяла вилочку. А то ложкой не так удобно. Ну и всем приятного аппетита. Выключаю камеру. Буду трапезничать спокойно. Время десерта. На десерт у меня груша, семечки тыквенные, орешки. И водичка. Вот такой
странный набор. Растопила, ожили всякие насекомые, моль, жучки какие-то. Я, как обычно, пребываю в некоторой эйфории. На улице дует ветерок. Вообще, по прогнозу, должен был быть дождик, но дождика нет. А я была бы очень за, если бы лил дождик. Стукал бы по крыше. Тогда уют вдвойне становится уютным. Так, я, кстати, еще не лежала в лежанке. Я ее только сделала. Комбинированная лежанка со старой лежанки с прошлой избушки. Из двери с той же избушки. Пока у меня нет времени делать нормальную лежанку. Ой, вот это да! Вообще, как же я обожаю создавать уют, комфорт. Вот в таких условиях потом проводить время. Кайф. Хотя я люблю на самом деле по-всякому ночевать и под тентом, и под открытым небом, и в палатке, и в гамаке. Мне нравятся самые-самые разные варианты. Кстати, я знаю, что для многих вообще такие эксперименты неприемлемы. Допустим, многие допускают ночевку в палатке, но, допустим, гамак никак не понимают, или там ночевку под тентом, или под открытым небом у костра. Такие варианты ночевок очень мало кто понимает на самом деле. Но мне нравится экспериментировать. И не устаю об этом говорить, что самые шикарные варианты в плане комфорта, варианты ночевок, это, конечно, в укрытиях. И чем просторней, теплее, светлее укрытие, тем, конечно, комфортнее там находиться, ночевать, проводить как-то время, что-то там готовить, что-то самодельничать. Это на самом деле нереальное удовольствие. Пишите, кому понятно такое удовольствие. Мне интересно, сколько нас таких. Ну, а сейчас еще рано, только 6 вечера. Ну, если я правильно понимаю. Сейчас гляну. 18:20. Опять же, время очень быстро пронеслось. Я пришла, наверное, к 2 где-то сюда. И вот пообивала стены, повесила шторы, сделала лежанку, растопила печь, приготовила. И вот все. День закончился. Быстро время летит, когда занимаешься делами. Ну, а сейчас я съем десерт, пощелкаю семки, пофантазирую, подумаю, как и что делать дальше. Вместе с вами в этой избушке встретим очередную зиму и посмотрим, как избушка поведет себя во время снегопадов. Посмотрим, будут ли вообще снегопады, насколько они будут обильные. Я в этой местности живу более 30 лет, и за все это время лишь однажды была зима, когда уровень снега был 1,5 метра. Это вот была такая уникальная зима, 1,5 метра. Просто вот почти с мой рост сугробы. Но это ровно одна зима. А обычно снега мало, ну 20 сантиметров. И то, если выпадет. А так 10 сантиметров, 5. Посмотрим, насколько крепкая конструкция, справится ли она с поставленной задачей. Вам же интересно пронаблюдать, как что будет? Пишите в комментариях. Это умиротворение. Сидеть тут в одиночестве. Есть семечки. Тыквенные. Я их почему-то называю кабачковыми всегда. Солененькие. Очень вкусно. Съела грушу, съела орешки. На душе так хорошо, приятно. Кстати, в те времена, когда мне нравилось тусить и в каких-то компаниях проводить время,
Мне и тогда также нравилось созерцать. Созерцать мне, в общем-то, нравилось всегда, с детства, сколько я себя помню. Буквально с детсадовского возраста мне нравилось созерцать природу, там, наблюдать за насекомыми, животными, там, растениями, за ветром, за бегом воды, за огнем. Когда наблюдаешь такие природные явления, как будто начинаешь больше чего-то понимать про эту вселенную, про эту жизнь. Дождик-то все-таки пошел. Ух. А у меня тут тепло, хорошо. Ну что, спокойной ночи всем. Укладываюсь. Так, телефончик здесь. Сумочку сюда. Камера. Где-то. Где-то куда-то сюда. Печку подкидывать не буду. Рано еще топить. Хватит мне и спальников. Сейчас очень тепло. Потом, если что, под утро оденусь. Вот так это делается. Спокойной ночи всем. Доброе утро, друзья. Конечно, из спальника лезать совершенно не хочется, но спать было очень-очень тепло. Прям очень-очень. До такой степени, что я даже, когда легла, почувствовала, что так жарко, я сняла леггинсы. Думала, потом под утро буду одеваться. Ничего подобного. Так и проспала, так мне было тепло, хорошо, шикарно. Снились интересные сны. Обожаю, когда мне интересные сны снятся. Ну, правда, рассказать такого, что прям рассказать нечего. Хотя для самой себя прикольно. Ой. Так. Так что одеваемся, начинаем новый день. Уже, кстати, 8:30. Вот так я сплю. Ой. Ну, уже в рабочую одежду сразу. Здорово. Люблю вот так вот спать. Все, сразу одеться, потому что холодно. По прогнозу, в принципе, получается, где-то +4 должно было быть. Ой. Все, начинаем новый день. Какая-то веревочка ко мне. Но у меня, конечно, такие прям шторки городские, совершенно не для этой избушки. Но купила. Мне понравился их цвет и материал. И цена. Как выглядит это? Вот так вот. О, красота! Утро, новый день. И начинать нам его не лень. Ух, хорошо так, хорошо. Солнце светит. Вчера был такой мрачный пасмурный день, а сегодня солнце. Листья сыпятся, все желтенькое. Осень.
Небо голубое, желтые листья. Это так красиво. Сразу схожу за фотоловушкой, посмотрю, может, кто поймался. Посмотрю сразу, если там файлы. Так. 7 из 7. Маловатенько. Ну, может, они ценные. Ну, пока увидела только водяного петушка. Он пропозировал. Прикольненько. Кстати, вижу его только зимой. Вот когда холодное время года начинается. Не водяной, водяной пастушок. Конечно, хотелось там увидеть куницу. Это, конечно, любимые. Лиса, куница. Но кто есть, тот есть. Тихонечку начинает. Кстати, я ошиблась. Было не +4. Был мороз. Вышла там погулять, кое-где иней. Но остатки иния так местами. Ну, мне нужен чай, завтрак. И можно будет собираться домой. Так. Сразу поставлю. Все-таки начинать день с таким видом — это счастье. Вот опустила чайник пониже, чтобы быстрее закипел. И вот закипел. Так, всего каких-то 4 веточки. И в домике очень тепло. 4 веточки. Завтрак у меня очень скромный. Всего-то хлеб с маслом и с чаем. Масло немножечко размягчила на печи. А то оно было такое твердючее. Кстати, я теряюсь, что вам больше показывать. Обзор на окно или огонь в печи. Сама я, конечно, любуюсь видом за окном. Иногда порывы ветра, и тогда падают листья. Очень красиво. В общем-то, все.
Пока-пока. Отражение. Таким был этот сюжет. Пора домой. До новых встреч, друзья. С вами была Татьяна Гордеева. Кажется, что у меня в домике есть электричество. У меня нет электричества. Это обычные светильники, которые я заряжаю дома. Вот сейчас я его убавлю. Так я делаю себе освещение при съемках. Тут еще светильник и еще разные фонарики. Никакого электричества. А то прям многие пишут, откуда у тебя электричество. У меня нет электричества. Обратите внимание, из-за штор прям таки сразу тут такой культурный вид в домике. Вообще мне нравится. Сама себе сказку создаю.